Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Второй расклад. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайших дней, ближайшего времени и с чем это будет связано. Что откроется? Возможно, это как тайна какая-то, или та данность, которую вы узнаете, и это каким-то образом изменит ваши планы. Ну, кто знает, может быть, и вы сами захотите измениться. Каким-то образом это будет влиять на вашу жизнь. Словом, давайте будем узнавать. У нас сегодня две колоды. И первая, это тоже оракул, Ленорман, но цыганский оракул. И эта колода создавалась очень давно, поэтому те прописанные значения, они немного не вписываются в нашу реальную жизнь, но мы переложим. И все равно какие-то подсказки получим, а позже добавим колоды Таро. Итак, что скоро случится или что скоро произойдет? Достанем 4 карты. Какие события ближайших дней, ближайшего будущего для вашего знака зодиака нам и пишут карты оракула. И на Таро первое. Неожиданность. Или как неожиданность, как правда какая-то откроется. Что ведет к переменам. Или какие перемены вас ожидают на пороге. Первая карта, а вторую мы достанем. В чем ваши сильные позиции? Что вам буквально помогает? Что вам нужно услышать или важно знать, принять во внимание, не упустить? Сфера ваших достижений, работы, учебы, бизнеса, может и документы. Финансовая стратегия или денежные энергии на эту декаду и любовь и личная жизнь. Давайте будем узнавать, что же нам откроют карты оракула. Вот смотрите, я уже до вас сделала 4 знака зодиака, карта солдат. И вы не первые, кому выпадает эта карта, я могу так предположить. Мы с вами живем в эпоху перемен, значит, какие-то и внешние события, обстановка, ну, прямо скажем, неоднозначная. И меня смотрят люди из разных стран, у кого-то она даже сложная и где-то опасная. Поэтому будем реалистами и принимать ту реальность, в которой мы живем. Но, тем не менее, переложим опять же на наши дни. И карта солдат, это ведь не обязательно солдат. Это человек может быть в форме. И вот если даже переводим на карты Таро, это у нас могут быть отчасти даже и врачи. Или это могут быть люди в форме, те, которые охраняют правопорядок, закон, представители, может быть, даже власти, каких-то властных структур. Такое допускаю. Может быть, и таможня, почему нет? У каждого своя какая-то палитра. Но, наверное, все объединяет вот эти все позиции или все вот эти, ну, где-то специальности или этих работников. Это те люди, которые работают по приказу. Это те люди, которые работают по протоколу. Да, они имеют в своих руках некоторые рычаги влияния, но они все же действуют в каких-то рамках. И поэтому вы можете столкнуться, к примеру, даже с представителем власти, или, может быть, действительно у вас на этот период есть какое-то дело, переложите на свою реальность, которое вы хотите решить, и это нужно сделать с позиции закона. Тогда консультация юристов или, может быть, адвоката, каким образом вас закон защищает, или как он в отношении вас работает, или того дела, что вы хотите осуществить. Может быть, и какая-то внешняя информация к вам тоже приходит, и она оказывает влияние на вашу жизнь. И это из позиции, что скоро произойдет. Значит, будет какое-то такое известие. Это есть как правда, реальность. Это то, что нужно учитывать. Вторая карта называется печаль. Ну, печаль не печаль, но какое-то сожаление, будем говорить, имеется. Сожаление может быть потому, что нам приходится менять план наш. Мы уже на что-то настроились, а тут вот, ну, не совсем в том ключе, как мы это предполагали. И это всего лишь печаль. Это эмоции. Те эмоции, которые не совсем со знаком плюс. А что же дальше? Комната. И нам карта не говорит, какая это комната. Это не обязательно ваш дом. Скорее всего, это какое-то место, в котором вы можете находиться временно.
Может быть, вы куда-то отправились, как командировка, или вам нужно решить какой-то вопрос, и он будет связан с другой местностью. Для кого-то и банально, может быть, санаторий, например. Или вы находитесь, поправляете свое самочувствие, здоровье, куда-то отправляетесь, ну, может быть, и на отдых. Или вы находитесь, к примеру, временно где-то как проживание вместо вашего пребывания, и вы хотите изменить, может быть, решить какой-то свой финансовый и одновременно жилищный вопрос. Явно тут что-то вас может, ну не то чтобы не устраивать, а комната, мы не чувствуем себя в достаточном комфорте или, может быть, безопасности в этом месте. Тут у каждого по-своему, опять же, переложите на свою реальность. И для кого-то это может означать, что, ну, например, взрослые дети проживают с родителями, и уже наступает тот момент, когда, ну, недостаточно комфортно. Родители же взрослые живут своей какой-то жизнью, а уже как старшее поколение, а молодое поколение, ну, свои задачи, свои интересы и, более того, свой ритм жизни. Тут у каждого по-своему. Но жилищный вопрос или какая-то тема вашего пребывания, она, тем не менее, присутствует в эти 10 дней. Аркан священник. И кто такой священник? Отчасти это по Таро Иерофант. Это то лицо, доверенное лицо, кому мы можем доверить наши тайны, кому мы можем выплакать наше горе. Но это еще и традиции. Это какой-то порядок. Это порядок вашей местности, порядок или то, что принято вашим менталитетом. Вы можете обращаться и в какие-то структуры, организовывая что-либо или оформляя какие-то документы. Такое тоже могу предположить, но не очень мне понятно. 4 карты явно недостаточно. Давайте еще достанем парочку. И что же там в событиях будущего для вашего знака зодиака? Что скоро случится или произойдет, с чем или с кем, может быть, сведет судьба, может быть и так. Любовь. Может быть, вы решаете, правда, разъехаться от родителей, построить свою личную жизнь или просто вопросы любви. И здесь у каждого по-своему. Даже если меня смотрят люди, те, кто в паре, человек семейный, или у вас какое-то длительное знакомство было, вот, кстати, да, или пусть даже не длительное, но отношения развиваются таким образом, вы хотите быть с этим человеком. И есть еще какие-то, значит, детали, вот печаль, да, что, или вопросы, которые вам нужно согласовать и решить. Может быть, и решить вопрос по части, где вы будете проживать вместе. И тогда аркан священник может говорить для кого-то из вас, ну, тут как оформить ваши отношения, вот такое тоже. Тут вплоть до бракосочетания. Ну, понятно, не у каждого и не у всех. И переложите, опять же, эту карту «Любовь». Это ваши близкие, это ваши родные, ну, или буквально ваш любимый человек. Какая-то история любви. Романтическая, может быть. Ну, наверное, вот мы все разные. Карта «Вдовец». Ну, понятно, что не все вдовцы, правда, будем реалистами. Конечно, эта карта может отчасти говорить об одиночестве, причем затянувшемся одиночестве. И когда вы всерьез задумались о том, а нужно ли мне вообще это продолжать. У кого-то это будет связана та ситуация личная, жизненная, которая как раз с внешними событиями. У нас выпадает солдат. Может быть, и есть вот эта печаль, воспоминания, сожаление о какой-то прежней истории, которая была счастливая, но в силу событий, непреодолимых действий или каких-то ситуаций эта история не может быть продолжена. Может быть, она и завершилась. Есть еще печаль, сожаление, но все равно мы идем вперед. Для кого-то из вас по этому человеку нам еще говорят о том, что у человека есть опыт. Это и ваш какой-то опыт, может быть и печальный опыт. Есть и какое-то сожаление, о котором вы и никому не расскажете, и, может быть, просто сами не хотите это повторять. Но как это взаимосвязано? И вопросы дома. Вот если в целом подытожим, дома вопросы и семьи или любви. По крайней мере, в эту декаду это то, чем вы можете либо заниматься, либо обдумывать.
может быть, планировать что-то по части личной жизни и оформления новых отношений. Или даже если прежняя история, к примеру, была со знаком минус, вы расстались по разным причинам, но остались нерешенными некоторые вопросы, и значит, их нужно закрыть. У нас еще Венера по 13 апреля в ретро-движении, и нам могут возвращаться и люди, и какие-то темы, которые мы, еще не сыграли последний аккорд. Нам нужно навести порядок в нашей собственной жизни, может быть, и составить какие-то документы, пересмотреть. У кого-то банально могут быть вопросы завещания, я такое тоже допускаю, но у каждого, опять же, своя какая-то концепция. Все, чем вы можете заниматься. В целом карта говорит, что все равно прогресс есть. Есть то, что вас радует. Или как возможность, например, решить жилищные проблемы, вопросы, так, и решить вопросы по части документов. Или, может быть, это будет связано с вашей историей любви и к чему все идет, что вы готовы продолжать или какие отношения, насколько глубоко вы готовы тоже продолжить какую-то историю. Неожиданности. Правосудие, правда, тут все должно быть по закону, по порядку и, может быть, и по традициям. Это всегда карта причин и следствий, и у каждого здесь будет по-своему, у кого-то, я такое предполагаю, и вопросы, которые сейчас, может быть, вы проходят суды, вы с кем-то разбираетесь, и не обязательно это личная тут уже жизнь. Старший аркан может говорить о любой из сфер нашей жизни. У кого-то это связано с работой, а у кого-то, правда, и с наследством, такое тоже могу предположить, или с какими-то далекими родственниками, или пусть даже поближе. Но мы всегда, если в неожиданностях, это может как смена законов. Или пусть у нас законы редко меняются, какие-то подзаконные акты, и для кого-то это наоборот возможность, допустим, оформить какой-то документ, а для кого-то из вас это когда вы только узнаете, как в отношении вас работает закон. Часто эта карта говорит, если ты вообще в целом не подкован в юриспруденции, и тебе действительно нужно решать такие сложные задачи, было бы неплохо обратиться к адвокату, к юристу, чтобы понимать, знать то, что для тебя, может быть, пока скрыто, поскольку не владеешь в полной мере знаниями законов, потому что здесь нельзя себе навредить по этому аркану. Мы должны что-то сделать очень правильно, и тогда закон нас будет защищать, потому что причина, опять же, и следствие. Где-то карта будет подсказывать, что некоторые вопросы нужно решать на берегу или вовремя, чтобы в последующем, в будущем не было каких-то напоминаний из прошлого, и нам где-то галопом в будущем не приходилось бросать все и возвращаться там на какой-то период назад для того, чтобы некоторые бреши вопросы расставить по местам. Поэтому нужно все делать вовремя. Есть все же некоторые темы, мои дорогие, которым вам придется уделить внимание, и сделать это достаточно пунктуально. И это где-то через неожиданность. А может быть, это будет связано с какой-то общей историей, или как меняется какой-то миропорядок, мироуклад, меняются законы, меняются, может быть, в отношении некоторых позиций, которые тоже для вас важны. Так или иначе, это на вас или вам приходится учитывать, или это оказывает активное действие на вашу жизнь или на ваши планы. Значит, опять же, нужно все узнавать более рационально. Не время для эмоций. Вот тут такого рода могут быть неожиданности. В чем же ваша сила? В чем ваша победа? В чем ваш успех? А вы знаете, вы тут что-то практически в одиночку можете осуществить. Отшельник – это всегда мудрец. Отшельник идет медленно. Он никому не рассказывает, понятно, о своих планах. Это философ, это к нему скорее обращаются для того, чтобы либо он помог разрешить какую-то сложную проблему, или, вот так мудро посмотреть на какую-то тему, вопрос, и дал ценный, дельный совет, что вам буквально помогает, вам никто не мешает. Вы, значит, какого бы рода вы тут себе не поставили планы, значит, и скорректировать вы их сумеете и найти самое правильное решение, потому что отшельник. А еще это у нас 9-й старший аркан, и карта нам говорит, ты словно на пороге перемен.
между прошлым и будущим. Но значит, вот как по аркану у вас два старших аркана выпадает, по аркану правосудия, ты действительно должен поставить, ну, как заключительные, я говорила, аккорды. Или навести порядок в своей жизни. Может быть, и навести порядок в документах. Или решить некоторые вопросы, которые касаются жилья. Или каких-то прежних отношений. Или отношений, может быть, с родственниками. Но есть какая-то история. И я больше вижу, это именно, ну, может так пересекаться либо с вашей личной жизнью, либо с кем-то из родственников. Может быть, я допускаю и так, что это каким-то образом прежняя история и по работе, которая не была закрыта. Ну, значит, и в этом тогда нужно навести порядок. Все сводится к тому, опять же, если мы говорим пороговое значение между прошлым и будущим, 9-й старший аркан. И это буквально в чем сильная позиция, расставить все по местам, мои дорогие. И тогда вы себя почувствуете свободным человеком, ведь отшельник, он свободен, он независим. Это в первую очередь карта независимого человека. Тот, который никому ничего не доказывает, который идет всегда вперед. Да, отшельник идет медленно, но это все равно его такой прогресс. Какой-то прогресс у вас точно будет. И вы найдете выход даже из сложного положения. По 8 кубков мы всегда ищем выход, и мы его находим. И нам ведьмочка, это колода Таро ведьмочек, она нам показана, повернулась и пошла. Оставила эти 8 кубков, даже не оборачиваясь. И вам где-то карта по части достижений предлагает рассмотреть какую-то либо новую траекторию, либо какие-то новые возможности, если это у вас бизнес, личное дело, творчество. Или, мои дорогие, если вы просто имеете диплом, профессию, специальность, выходите на работу, и, может быть, это где-то даже похоже на рутину, постройте карьеру. Вам нужно обратить внимание именно на самого себя или саму себя, потому что выбирает себя, показанная на карте девушка. Не вот эти 8 кубков золотых, которые там переливаются, сверкают, а нет, она уходит налегке, собственно, как и отшельник. И это какие-то достижения наперед уже. Или какая-то перезагрузка. Меняется ваш жизненный этап, меняются ваши интересы, предпочтения. Каким-то образом на сферу достижений это оказывает свое влияние. 2 пентаклей. И посмотрите, в этой колоде у нас 2 пентаклей, но словно маг и волшебник. Безусловно, это баланс, равновесие. И поэтому держать баланс придется, может быть, и не все нравится. Так не бывает, наверное, или бывает, но редко. Договариваться, как я сказала, или быть большим дипломатом, контролировать финансы. Это тоже вам во благо. А еще иногда 2 пентаклей говорит, будь легок на подъем. И вот именно эта легкость. Не тогда, когда мы себе построили какой-то план и не хотим от него отходить. А это спонтанности карта. Вот спонтанность вам тоже буквально помогает. Потому что у вас появится, скорее всего, в эту декаду не единожды возможность что-то осуществить. И вам нужно будет принимать быстрое решение. Может быть, это будет связано с тем, что буквально собрался, подпоясался и куда-то поехал. И тогда вы словно выиграете время. Или вовремя осуществите, может быть, даже или поездку, или, может быть, это недалеко. Это как контакты с конкретным человеком, с тем же юристом, для примера. Но это будет сделано вами вовремя, не упущено какое-то время. Здесь время, хоть отшельник идет медленно, но, видимо, будут и те моменты в эти 10 дней, все же не самый малый срок, когда вам придется действовать вот именно так быстро и спонтанно. Мне интересно, а к чему это идет? Мелкие все карты. О, а на кону ваше счастье. Или решение какого-то финансового вопроса. 10 пентаклей – очень объемная карта, которая подразумевает как и прибыль, как и доход, как и дела семьи, как и благополучие семьи. Ну, может быть, у кого-то через дела и еще решение некоторых личных вопросов или оформление документов, оформление недвижимости. Но это вообще итоговая карта, поскольку 10 и, по сути дела, когда у нас
наше желание исполняется, поэтому есть у вас, но все предпосылки остаться довольным. Хотя методы, скорее всего, обе карты, хоть двойка пентаклей, хоть восьмерка кубков, как раз говорят о том, что придется действовать не так, как вам привычно, мои дорогие. Поэтому, видимо, оно того стоит. И даже если придется заручиться поддержкой у кого-то юриста, адвоката, но вы можете из какой-то ситуации выйти победителем и, иными словами, остаться довольными. Что же у вас по финансам? Четверка жезлов, праздник после победы. Видимо, дела, работа, бизнес, достижения и деньги. Здесь идет взаимосвязь. И значит, и есть победа, и есть уже праздник. И, по сути дела, я только что об этом сказала, тоже по максимуму. Десятка, как пентакли, может говорить. И о решении каких-то вопросов, как я говорила, достижения, документы, учеба, у кого что. Но и деньги, безусловно, пентакли. Так и четверка жезлов добавляет это значение, как бы удваивает силу. Личная жизнь. Семерка жезлов. А вот в личной жизни здесь будут разные персонажи, которые будут на вас оказывать влияние, чтобы вы с кем-то согласились. И всегда по семерке это, знаете, какая-то, буквально иногда называют эту карту как соревнование, но это то, когда мы сталкиваемся с некоторыми людьми или с каким-то противодействием. Почему? А потому что мы принимаем какое-то решение, а с нами не согласны. Скорее всего, вы в чем-то не захотите участвовать, и с вами тоже будут не согласны. С вами могут парировать, спорить. И да, карта говорит, что у нас будет достаточно сил, чтобы как раз ответить или где-то настоять на своем, но все же карта всегда говорит: задай себе вопрос, а нужно ли тебе в этом направлении тратить усилия, тратить свои ресурсы, свое время, нервы в конечном итоге. Так тоже бывает, потому что есть интерес других персон. Но вашего интереса там может вовсе не быть, хотя вам могут подавать какую-то многозадачность, как либо ваше обязательство, и здесь будет очень важно, решая некоторые вопросы, чего-то не пообещать, не наложить на себя, опять же, дополнительных каких-то обязанностей, когда в последующем вам будет необходимо буквально время свободное, а вы же кому-то пообещали, и вместо того, чтобы заниматься своими делами, вы будете вынуждены участвовать в жизни кого-то другого. Наверное, не случайно вам выпадает отшельник, потому что он, я говорила, он сам по себе. И где-то вот эта семерка жезлов подсказывает, что для тебя нужно быть независимым человеком, независимым в плане, когда ты себя чрезмерно чем-то обременяешь, или когда ты на что-то соглашаешься, почему-то на личную жизнь. Тут ведь может быть разная палитра. Тут могут проходить и бывшие, как мы называем, да, могут проходить и родственники. Значит, если какая-то была история прежней любви, и она закончилась, остались нерешенные вопросы, значит, тоже все нужно расставить по местам или все точки над «и». И вот смотрите, еще одна семерка мечей. Здесь не должно быть какой-то путаницы. Здесь вами никто не должен манипулировать, мои дорогие. Или вы не должны на что-то согласиться и не дать возможность себе в последующем создать такую ситуацию, когда вы окажетесь заложником собственных обещаний. По семерке мечей еще карта вора. Поэтому будьте внимательны. Все же пусть не про любовь, но личная жизнь – это ваш достаток, и поэтому нужно контролировать собственное благополучие. Конкретно об этом карта и говорит: будь внимателен паролям аккаунтов, платежным системам или системы взаиморасчета, электронные системы. Не переходи по непонятным ссылкам или не открывай первую попавшуюся какую-то рекламу с баннером, даже если очень любопытно и хочется узнать, что там такое стоит за этим. Помните, вы нажали, вы уже для мошенников становитесь прозрачными. Сами себя берегите буквально от начала до конца. 2 семерки. Это какая-то сумятица, это какая-то чехарда. И это касается вас самих. А вам нужно что-то продолжать, потому что у вас на кону
какой-то длительный период жизни, который для вас может значить очень и очень много. По рыцарю Пентаклей это своего рода марафонский забег лет на 10-20, когда мы преувеличиваем шаг за шагом свой прогресс. Рыцарь Пентаклей один из самых медленных. И мы говорили, отшельник идет медленно. Рыцарь Пентаклей тоже едет медленно. Для чего? Он понимает, что добрые дела наспех не делаются, а любое крупное стоящее дело состоит из мелочей. И по сути этих мелочей нет. Поэтому он сам настроил себя на то, чтобы подмечать какие-то детали. И мы это можем расценивать как карту совет. Поэтому куда-то торопиться точно не следует. Здесь нужно быть очень продуманным в эту декаду. Давайте достанем вообще карту совет. Карта мир. Здесь правда, посмотрите, еще какой-то итог. Если у вас выпала десятка пентаклей, вот при должном внимании и правильном как-то распределении собственных сил, средств и, может быть, необходимых консультациях в плане, если это необходимо, опять же, юриспруденции или помощи юриста, адвоката, или когда вы сами какую-то информацию ищете, в итоге на сферу достижений. Десятка пентаклей, четверка жезлов, праздник после победы на финансы и на личную жизнь. Тут тоже может быть достигнуто перемирие даже в тех случаях, когда прежде была конфронтация. Или вы можете решить какие-то сложные вопросы по части наследства, мы с вами говорили, или по части дома, найти какое-то среднее арифметическое в итоге. Вы останетесь более чем довольны, а самое главное, наверное, мир, покой, баланс и гармония в вашей душе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.